Турфанский оазис – один из мощнейших торговых и культурных центров на Великом Шелковом пути, который в 1909-1910 годах был исследован первой российской туркестанской экспедицией под руководством Сергея Федоровича Ольденбурга. Турфанский оазис явился территорией, где уйгурами в IX-XII веках было создано мощное государство, которое не только контролировало торговые пути и обеспечивало торговые связи между различными народами, но также и было ареной развития многосторонних культурных и религиозных связей различных народов. Самым мощным среди местных этносов, конечно, являлся китайский этнос, и влияние китайской культуры было огромным. На территории Турфанского оазиса были созданы великолепные буддийские комплексы, которые явились средоточием деятельности великолепных художников. В центре данной витрины помещен портрет абсолютно уникальный. Он сохранился в единственном числе во всем мире. Это портрет одного из художников, которые создавали эти великолепные росписи. И вокруг этого автопортрета размещены работы, возможно, и самого этого мастера. Это изображение тех людей, которые оплачивали работу художников, которые верили в то, что чем серьезнее, чем краше будет их изображение, тем с большим пиететом к ним отнесутся в иных мирах. И, соответственно, вот это понятие «донатор», то есть давший деньги, давший материальные средства на обеспечение работы данного монастыря, это понятие очень для нас важно, потому что благодаря этим изображениям мы видим тех, кто приходил в эти монастыри, кто осуществлял молитвословие перед теми образами, которые мы теперь видим на нашей экспозиции. Ну и, конечно, важнейшую роль эти изображения играют для этнографов, потому что передают и национальные черты, и особенности предметов одежды, особенности того, какие требования предъявлял донатор художнику. Основную массу исторических и религиозных памятников было взято экспедицией на территории Безиклика, пещерного комплекса, монастыря, очень известного с давних пор. Еще в Средневековье Безиклик подвергся жесточайшему разграблению. Таким образом, исчезло огромное количество великолепных памятников, о которых мы, к великому сожалению, можем судить только по каким-то жалким остаткам. Вот. Но, тем не менее, история нам сохранила великолепные примеры того убранства, которое существовало в Безиклике. И ярчайший тому пример – это икона тысячерукого Авлокитешвары, одного из наиболее почитаемых бодхисаттв, создана на ткани великолепным художником своего времени. В первую очередь посетитель должен обратить свой взор на центральный образ, на лик великого бодхисаттвы, который посвятил все свое существование тому, как спасти человечество. И далее
взгляд нужно обратить на руки Тысячерукова. И прослеживая те предметы, которые находятся в той или другой руке, уже дальше начинать изучать их. Это идея помощи всем и во всем, идея великого милосердия, единственная мысль о сострадании всем страждущим. Здесь предстает Авадгатешвара в сопровождении и своей свиты, и многочисленных учителей и наставников. Дальше это образы грозных божеств. И совсем внизу это как раз представители высшей элиты, которые и оплатили создание данного образа. Наиболее распространенным и часто заказываемой донаторами была роспись с сюжетом Пранитхи. Пранитхи в переводе с санскрита означает обет, то есть обещание следовать учению великого Будды. Центральную позицию занимает образ Будды Амитабхи, хозяина чистой земли, куда стремится любой истинный буддист для того, чтобы обрести мир и покой. И, соответственно, как раз в росписи и фиксируется поклонение местных правителей и дикутов Будде Амитабхи как свидетельство того, что идикут следует всем требованиям буддийской церкви и, соответственно, выполняет все те обеты поддержать и всячески развивать буддийское учение на земле того государства, которым он правит. Роспись Манджушри предстает во всем своем великолепии благодаря трудам эрмитажных реставраторов, которые длительное время в нескольких этапах сумели полностью отреставрировать всю роспись. Сама роспись происходит из самой большой пещеры монастыря Безиклик. Роспись создана на основе буддийского сюжета о знаменитом споре между Бодхисаттвой Манджушри и Веймадзе, буддийском подвижнике, который сумел найти себе силы спорить о сложности буддийских постулатов и о том, что не в подаянии заслуги истинного верующего. В этот спор никто не смел вступить, кроме великого Бодхисаттвы Манджушри, Бодхисаттвы мудрости. Важно и интересно именно то, как уйгурский художник представил нам всех персонажей, как представил Вахану, ездовое животное Бодхисаттвы Манджушри льва, в чисто уйгурской сбруе, украшенной кисточками хвоста яка. Также очень интересен персонаж ездового, который управляет сбруей, представлен во всем великолепии уйгур, который несет на себе и латы, и все атрибуты уйгурского военного. И еще важнейшее вектор во всем этом, опять же, китайское влияние. И если мы обратим внимание на левую руку Бодхисаттвы, то в ней он держит столь любимый китайцами сосуд из горного хрусталя. И в сосуде веточка дикой сливы мэйхуа, то есть цветок, который расцветает первым в природе. Соответственно, мэйхуа – это первые в жизни, первые на экзамене в Китае. И образ мэйхуа, нарисованный художником на центральной буддийской иконе главного буддийского монастыря в данном государстве, это, конечно, говорит о том,
что китайская культура занимала в сознании местного населения огромное место. Кроме того, по местным понятиям, именно у Тайшань произошло рождение великого бодхисаттвы и обретение им учений. Соответственно, и левая часть росписи представляет собой изображение горы Тайшань, где во всем многообразии представлены те монастыри, которые послужили местом культа и всяческого восславления образа великого бодхисаттвы в буддизме. Таким образом, представленная роспись является средоточием всего того, что играло значительную роль в жизни местных буддистов, в жизни населения в целом.